Всем привет, ребят, с вами я, Инвиз. А если ты хочешь научиться играть так же, как я в начале видео, то это видео точно для тебя, ты точно по адресу. Ставь свой лайк, подписывайся на канал, если не подписан. На 3000 лайков я опубликую свои коды настроек в свой телеграм-канал, на который ссылочка есть в описании. Я не буду тянуть, заходим для начала в полигон, в учебный. Сейчас все буду вам рассказывать. Итак, я зашел на полигон, подходим сюда к карте, нажимаем на кнопочку навигация, выбираем тренировка по стрельбе, мы перемещаемся сюда сразу же, мы заходим в настройки, чувствительность, сбрасываем наши настройки на средние значения, то есть ставим на среднее, включаем обязательно гироскоп, в продвинутом управлении листаем вниз, и гироскоп всегда включенный. Я забыл сказать, эту функцию надо отключить обязательно. Ну, опять же, если у вас телефон поддерживает его. И что мы делаем? У нас есть мишеньки, которые двигаются, да? Они двигаются совершенно предсказуемо, то есть у них одинаковая скорость у всех, у них предсказуемая траектория. И мы просто пробуем сначала пальцем вести, то есть переводиться как-то на мишеньки на эти. Плавно пробовать, четко пробовать, даже можно на неподвижные мишеньки переводиться. Вот. И смотреть, что у нас из этого выйдет. Но не очень получается, особенно по вот этим мишенькам вести. Стараться вот по ним плавно вести. Сейчас видно, очевидно, что у меня чувствительность большая. Для этого мы заходим в настройки, чувствительность. Я просто вам показываю так, чтобы было вам более наглядно видно, чем тут я буду это все делать. Вот, поэтому заходим в чувствительность. Сейчас расскажу вам быстро про пункты. Чувствительность камеры — это чувствительность ваша на пальцы, то есть постоянно чувствительность ваша, что в прицеле, что от третьего лица, тут все это настраивается. Вот, второй пункт у нас, категория, это у нас уже чувствительность во время зажима. Вы можете отключить, у вас ее не будет, этой категории, но я рекомендую ее включить и в процессе видео настроить. Этот пункт у нас отвечает уже непосредственно за зажим. Когда мы касаемся кнопки стрельбы, у нас применяется второй пункт, вторая категория, то есть вот это. Ну а этот пункт у нас это просто глазик наш, чувствительность нашего глазика. Тут уже он не имеет никакого значения в самой игре, то есть во время стрельбы. Поэтому про эти пункты я вот вам рассказал, с ними все понятно. Дальше у нас идет гироскоп. Тут такая же у нас аналогия, чувствительность гироскопа, то есть это чувствительность вашего гироскопа. Итак, что такое гироскоп? Гироскоп нам позволяет за счет движений телефона двигать камерой в игре. Тут у нас также есть две основных категории чувствительности в гироскопе. Это чувствительность вне зажима, я так всегда называю, то есть обычная наша чувствительность. И чувствительность во время зажима, то есть когда мы касаемся кнопочки стрельбы, у нас происходит уже переключение на вторую категорию. Можно также отключить, тем самым настроя одну категорию, у нас чувствительность будет постоянная, то есть что во время зажима, что без зажима. Вот, но я рекомендую все-таки разделить и настроить вместе со мной. Сейчас буду все постепенно рассказывать. Итак, про чувствительность я рассказал, про гироскоп камеру тоже, какие категории тут у нас есть, все с этим просто, без какой-либо воды. Я вначале вам показал то, что у меня слишком большая камера. Как мы вообще понимаем, что чувствительность у нас большая? Мы без гироскопа, без какого-либо, начинаем просто пальцем стараться четко и быстро наводиться на наши мишеньки и пальцем по ним двигать. Сейчас мне некомфортно, потому что у меня большая чувствительность. Для этого я захожу в чувствительность камеры, так как мы сейчас используем эту категорию чувствительности, потому что мы не стреляем. Я захожу в чувствительность камеры и ставлю чувствительность меньше, ну, к примеру, на 10%, и смотрю, что у меня из этого выйдет. Уже чувствительность у меня поменьше, очевидно, и уже играть мне комфортней. Остановимся на этом пункте. Вот, не будем доводить сейчас до идеала, потому что до идеала мы будем доводить в процессе нашей, так сказать, настройки. Сейчас уже видите, что у меня такие движения более плавные, более четкие, даже давайте на неподвижных мишеньках. Все четко, да? Теперь гироскоп. То есть я сейчас двигаю телефоном, гироскоп у нас вообще с очень маленькой чувствительностью сейчас, так же как и в коллиматоре, прям очень маленькая чувствительность, вы это видите, да?
Для этого заходим в чувствительность, в гироскоп и ставим гироскоп, к примеру, на... Ой, третье лицо трогаю. Коллиматорный прицел, вот. И ставлю гироскоп, к примеру, на... Давайте попробую. Что у меня не ставится, вот. На 250. Всегда будем пробовать отыгрывать, ну, двигать сенсу от этих цифр. Итак, у нас уже поинтереснее значение. Мы двигаем пальцем, двигаем гироскопом, и у нас уже какая-то чувствительность комфортная вырисовывается, да? Смотрите, я сейчас двигаю телефоном, стараюсь попадать четко по мишенькам. Вы должны пробовать делать так же, то есть четко двигаться по мишенькам, по вот этим мишенькам тоже. И стараться делать это все не только гироскопом, но и вместе с пальцем. А если мы делаем уже вместе с пальцем, у нас происходит слишком все резко и очень быстро, то есть не точно. Поэтому я еще беру, снижаю чувствительность и пробую. Уже получше. Я возьму, поставлю гироскоп чуть поменьше, буквально на 10%. Камеру я поставлю на 2% меньше, то есть чувствительность на наш палец. И пробуем, что у нас из этого получается. Мы пока что не стреляем. То есть уже какая-то у нас чувствительность есть, какой-то у нас аим есть. Пробуем двигать плавно. Теперь заходим в чувствительность, ставим в нижнем пункте, то есть в нижней категории, точно такую же чувствительность, 33. Так, и в гироскопе, заходим в гироскоп, ставим тоже 240 на коллиматор. Теперь, соответственно, когда мы будем зажимать, чувствительность у нас не будет меняться, потому что мы поставили совершенно одинаковые значения. Я рекомендую сделать что? Во время все-таки наводки мы наводимся, то есть нам надо это сделать быстро, четко и точно. Поэтому я ставлю всегда во время зажима чуть меньше, чтобы у нас сенса не улетала. То есть ставлю, к примеру, 225 тут у нас 240, тут 225. В камере я ставлю на палец тоже поменьше, буквально на 3%. И когда я начинаю зажимать, у меня это происходит уже намного четче. Потому что чувствительность у нас во время стрельбы меняется вниз. Тем самым мы делаем наш зажим более плавный и четкий. Аналогично настраивается сенса и от третьего лица. То есть мы сначала берем пальцем, двигаем резко, как-то пробуем наводиться на врага, то есть на мишеньки. Да? У нас чувствительность слишком большая. Я захожу в чувствительность, ставлю буквально на 10%, даже давайте на 15% меньше от стандартной средней, да, которая у нас изначально стояла. И пробую также наводиться пальцем. У нас уже пальцем получается достаточно четко. К этому всему мы добавляем гироскоп наш. Гироскоп ставим тоже где-то в районе 250. От этих значений уже будем играть вверх или вниз. И пробуем делать телефоном какие-то резкие движения. Не забываем то, что у нас есть также close fight, то есть нам надо в упоре тоже достаточно хорошо позиционировать наш прицел. То есть я вот так позиционирую его и пальцем, и гироскопом, и стараюсь наводиться на дальние какие-то мишеньки, да. Нам самое главное сейчас сделать базу нашей чувствительности, чтобы нам было хотя бы комфортно с ней играть. А дальше уже мы будем ее корректировать по мере игры, по мере нашего зажима, по мере нашей тренировки. Видите, да, сейчас у меня уже все почти четко получается. Я свою чувствительность не ставлю, потому что это будет нечестно. Я настраиваю по комфортной игре, то есть в процессе полигона, да, на котором мы сейчас находимся, я все настраиваю при вас. Я ничего не ставлю своего.
Также на дальние мишеньки можно попробовать. Смотрите, у нас все четко, то есть даже можно пробовать с этой перевестись на вот эту мишеньку, потом на вот эту, потом, например, на вот эту, потом вот на вот эту, потом, например, на вот эту. То есть потренировать как-то с пальцем вместе с гироскопом. Если слишком много, то есть мы переводим нашу чувствительность, да, далеко вот посередине, например, мы берем, ставим значение меньше и на гироскоп, и на палец, пока мы четко не будем понимать, на какую мишеньку. То есть я захотел на третью мишеньку, я отсюда возьму и на третью переведусь, например, понимаете? То есть, видите, мне сейчас чуть-чуть как будто не хватает на палец. Я пробую делать одним гироскопом, мне на гироскоп не хватает. Я возьму на палец, поставлю чуть больше, к примеру, 89. И смотрим, что у меня из этого выйдет. Смотрите, уже вот захотел на третью перевестись, я должен на третью перевестись. То есть надо потренировать эту чувствительность, надо к ней привыкнуть. Главное, чтобы она была для нас комфортная. Допустим, я захотел на вот эту мишеньку перевестись, я должен на нее перевеститься. Ну, тоже на нее перевестись. Вот. То есть вот тренируем, пробуем как бы наводиться, двигать и от этого корректировать. Можно даже зайти сюда в тренировку, выбрать неважно что тут, скорость движения главное поставить на максимум. Я обычно всегда так настраивал чувствительность от третьего лица, когда менял девайсы. И вот, надо двигать джойстиком, пробовать и стараться позиционировать прицел четко на мишеньке. То есть как-то прыгать, менять постоянно наше местоположение относительно мишеньки и тем самым пробовать позиционировать наш прицел. То есть вот такими вот движениями позиционируем наш прицел, находим идеальную середину, то есть находим нашу базу для чувствительности. То есть с этим понятно. Если слишком много, уменьшаем, если слишком мало, добавляем, да? Вот, все, у нас получилась идеальная чувствительность. Ну, в данном случае для меня база какая-то получилась. И сразу говорю, эта чувствительность близко не стоит к той, которая вот у меня есть. У меня чувствительность очень маленькая, но так как я к ней привык, вот, я очень хорошо на ней играю. Сейчас я просто сбросил свою всю чувствительность, поставил на средние параметры, и относительно этой чувствительности я вот при вас настроил чувствительность. И скажу, что результат очень неплохой, да? Я ожидал намного хуже результата, и у нас получилось очень хорошо. Можно даже потренировать, то есть вы настроили, вы понимаете все равно, что что-то не так, и не можете понять, или больше ставить, или меньше ставить. Берете тупо, вот начинаете вот так тренироваться. Зашли в прицел, двигаем, стараемся позиционировать прицел, тренировать наш АИМ, потому что не бывает такого, чтобы вы настроили чувствительность и пошли сразу разваливать паблик, разваливать там какие-то турниры, праки. Вам в любом случае надо настроить чувствительность и ее попрактиковать. То есть вы нашли базу для себя, и относительно этой базы вы тренируетесь. Если что-то вам не нравится, вы корректируете по мере вашей игры вашу чувствительность. То есть с этим я вам все объяснил. От третьего лица то же самое, то есть пробуйте позиционировать прицел. Допустим, вот там враг выходит, вы должны двигаться по-разному, дергать джойстиком, поворачивать экран, то есть мансить как-то резко, и всегда стараться прицел держать в той стороне, где выйдет враг. То есть хоть на этих тренируйтесь, хоть на вот этих мишеньках, да, с этим все понятно. Вот. Теперь что насчет зажима? Я вам также еще не объяснил насчет второй категории. Вот, допустим, от третьего лица. Ставим 250 также. Вот. Ну, то есть вы нашли, допустим, середину свою комфортную 250, да, от третьего лица. Мы берем, ставим тут не 250, мы тут ставим, к примеру, 240. Ставьте всегда чуть меньше, потому что первая категория вам позволяет навестись на врага, первая категория вам позволяет совершать резкие движения, а вторая категория, уже завершающая категория, это то, когда вы начинаете стрелять. И она уже должна быть заточена под вашу точность, вот, и частоту. Соответственно, когда вы начинаете стрелять, у вас ничего дергаться не должно, у вас должно быть все четко, чтобы был хороший залет. Потому что если у вас будет стоять чувствительность гироскопа 400, не знаю, 1000, понимаете, даже такой нет чувствительности, но, к примеру, она будет стоять, это не говорит о том, что у вас будет хороший залет. Хороший залет — это хороший, в первую очередь, АИМ, хорошее движение, понимаете, вашего персонажа. И если у вас четкий АИМ по врагу, то и залет будет у вас хороший. Вот.
ставьте относительно вашей базы, просто чувствительность чуть-чуть меньше. То есть в данном случае на 10-15%. Соответственно, также у нас и со всеми другими. То есть на палец то же самое. Мы двигаем в первой категории камеру, мы мансим, мы наводимся на врага, а уже во время стрельбы аим наш должен быть четкий. Вот. То есть захотели, даже так потренировались. Наввелись, начали стрелять, и у вас должно все четко быть, не должен прицел уходить. Вот, это главный параметр. Захотели, так потренировались. И тут вы также найдете, что подкорректировать, то есть, если слишком у вас прицел куда-то уводит, берете, уменьшайте чувствительность и на палец, и на гироскоп, потому что все это взаимосвязано, у вас должна быть идеальная середина и на пальце, и на гироскоп. Но не забывайте, что на гироскоп всегда надо ставить больше, на палец ставить всегда надо меньше, потому что пальцем точного аима у вас не будет. Пальцем вы лишь помогаете точечно довестись то, что вы делаете гироскопом. А гироскопом вы совершаете, в принципе, основные все движения, которые позволяют вам четко аимиться. Не забывайте про это. Это все приходит к вам с практикой. Надо потренироваться, привыкнуть, и все у вас будет в этом плане четко. Дальше, что насчет зажима? То есть с прицелами, да? Тут уже все куда сложнее. Вот. Тут можно настраивать чувствительность, как и в предыдущих своих видосах рассказывал. То есть базу все равно вам надо найти. То есть относительно чего вы будете зажимать. Поэтому все аналогично также. Относительно средних настроек вы пробуете двигать пальцем, аимиться пальцем. Все слишком, короче, резко, неприятно, неудобно. Заходите в чувствительность и ставите чувствительность меньше. Потому что, ну, в моем случае я ставлю меньше, потому что мне некомфортно играть. Сенса у меня большая. Я ставлю на 5% меньше и пробую пальцем аимиться. То есть у меня уже такие движения четкие есть, да, но мне не хватает. Как раз таки в таких иксах, как 3х, 4х, 6х, у вас уже сенса на палец быть большая не должна. То есть вы не должны идеально наводиться на мишеньки. Но если идеально наводитесь, это хорошо. И опять же, не надо копировать мою чувствительность, потому что экраны на телефонах у всех разные, чувствительность экрана у всех разная, частота опроса экранов у всех разная, не забывайте про это. У кого-то даже FPS разные, у кого-то 30, у кого-то 60, у кого-то 90, это тоже важно. Вот у меня 90, это свою роль тоже играет. Смотрите, у меня на палец чувствительность в принципе идеальная, да, даже вот давайте на вот эти понаводимся мишеньки. То есть все неплохо. Теперь я захожу в гироскоп. Захожу. И на 3х ставлю, к примеру, 150. То есть относительно этих цифр вы тоже отталкиваетесь. Я ставлю 150. И пробую зажать. То есть нет, сначала пробую понаводиться также по мишенькам. Если все четко, то есть я могу вести, достаточно четко позиционировать прицел по мишеньке, то мы движемся в правильном направлении. И дальше можно понаводиться, поаимить, даже пострелять можно. Только не забываем в настройках ставить точно такую же чувствительность, 150. Потом, когда вы найдете базу свою, вы просто сделаете опять же меньше, как я вам сказал. Тут аналогичным образом мы снижаем ее и пробуем позажимать. Мне чуть-чуть не хватает чувствительности, то есть я телефон тяну вниз, мне этого недостаточно. Потому что на палец чувствительность у меня в принципе комфортная, мне этой чувствительности хватает. Я беру, ставлю тут еще больше, ставлю, к примеру, 190. Ставлю также 190. Давайте даже попробую поставить на зажим просто меньше.
У меня сейчас чувствительность на гироскоп на 3х очень большая. Мне сейчас еще комфортнее стало наводиться на мишеньки. Я делаю это практически одним гироскопом. Пальцем лишь чуть-чуть довожу. Можно даже на палец чувствительность поставить тут 16. Тут вообще поставить чувствительность 15 во время зажима. И сейчас я навожусь вот пальцем и гироскопом. И достаточно неплохо получается, в принципе. Вот. И теперь пробую зажать. Уже неплохой достаточно зажим, с учетом того, что сенса вообще не моя. Это у нас такими рукоятками. Давайте рукоятки все снимем. Уже, в принципе, зажим неплохой. Но все равно сейчас я чувствую, что чувствительность большеватая. Даже все-таки в первой категории. Поэтому в первой категории я ставлю 180. Во второй категории я снижаю на 170. Не забываем, что в первой категории мы наводимся, а во второй категории мы уже зажимаем. Также пробую, все четко. Даже так комфортнее, меньше трясет. Лучше АИМ, лучше наводка. То есть вы также в процессе всей этой настройки рассуждаете и пробуете ставить больше и меньше. Сейчас прицел немножечко уводит вверх. Я захожу сюда в гироскоп. Ставлю тут побольше чуть-чуть. Но это слишком мало. Давайте попробуем так. Ну, с учетом того, что рукоятки нет, это неплохо. Короче, аналогично таким же образом находим базу под 4, под 3 находим базу и корректируем. Больше и меньше. Пробуйте всегда корректировать вашу чувствительность и находите свою базу. Потом вам в любом случае к этой базе придется привыкать. То есть вам надо привыкнуть посидеть на полигоне, понаводиться вот так по мишенькам, пострелять по ним даже без прицела. Ой, без рукояток. Понаводиться по вот этим мишенькам. Это вот первый этап такой. Когда вы уже нашли свою базу, когда вы уже привыкли к этой базе, мы выходим вообще с полигона. То есть мы настроили на 3, на 4, на точку даже, да. То есть на точку тоже вот позажимать можно, смотрите. То есть мы нашли свою базу на все прицелы. И теперь выходим с полигона. Заходим в режим парк веселья. В принципе, можно делать все то же самое на полигоне. Но в парке веселья куда комфортней возможность настройки. Заходим сюда. Вот мы там спавнимся. Прыгаем вот к этому зданию. Подходим сюда. Выбираем шкаф со снаряжением, берем М-ку, обвесы, прицелы. В моем случае я уже сделал выкладку, то есть я уже тут все настроил. Я снимаю все вообще обвесы, которые у меня есть. Беру сейчас еще с точкой М-ку, также все обвесы снимаю. Мы подходим сюда, выбираем тир для стрельбы средней дистанции. Спавнимся вот тут, снимаем все обвесы наши и начинаем стрелять без обвесов по нашим мишенькам. Ну смотрите, это с только что настроенной чувствительностью, то есть все делал при вас без каких-либо вырезок,
при вас настроил чувствительность, при вас вот сейчас без рукояток я зажал. То есть заходим опять же сюда и просто тренируем нашу базу. Только сейчас можно уже накинуть, допустим, горизонт, все обвесы, которые у нас есть. И пробуем то же самое делать уже с обвесами. Ну вот, грубо говоря, таким образом мы и привыкаем к нашей базе, к нашей чувствительности. То есть мы фундамент какой-то выстраиваем на полигоне, двигаем прицелом по мишенькам, корректируем, если много, то убавляем, если мало, то прибавляем. А потом просто заходим сюда, тут давайте зайдем в закрытый тир. Я беру сейчас, давайте сейчас точку возьму, у меня точка куда-то пропала. Я захожу в точку. Рекомендую, кстати, во время стрельбы ставить первое лицо. Я на первое лицо поставил точно такую же чувствительность, как от третьего лица. Вот так просто вам комфортнее будет. Все, заходим в закрытый тир и аналогично также тренируем. То есть стреляем по нашим мишенькам. То есть вот все делаю с первого раза. Я не буду там вырезать что-то, находить удачные какие-то кадры. Я все делаю совершенно вот прям одной записью при вас. То есть вот все, десяточку набил. И пробуйте менять обвесы, менять прицелы. Можете в движении стоя пробовать сжимать. Прям это вот безумно развивает вашу моторику, ваши пальцы. Вы очень хорошо чувствуете ту базу, которую вы для себя настроили. Поверьте, ребят, неделя такой игры, и вы просто почувствуете очень дикий прирост вообще, ну, в целом в вашей игре. Вы будете по-другому пикать, по-другому чувствовать игру, по-другому стрелять, лучше стрелять будете. То есть заходите вот в этот парк веселья, вот там вы спавнитесь, да, вот там вы спавнитесь, вы идете вот в это здание, выбираете М-ку, желательно ее сохранить, то есть любое вообще оружие выбирайте, сохраняйте раскладку. Пробуйте сначала без обвесов позажимать на средней дистанции, то есть вот эта вот кнопочка посередине. Потренировали разные прицелы без обвесов, потом поставили разные обвесы, потренировали. Дальше заходите в закрытый тир, и это уже вам позволяет привыкнуть к вашей чувствительности от третьего лица. То есть вы выходите, входите в прицел, вы все равно от третьего лица как-никак наводитесь, прежде чем входите в прицел. Поэтому пробуйте, тренируйтесь, я уверен, что у вас все получится. Очень сильно данный вид тренировки развивает вашу чувствительность, ну и ваше понимание к чувствительности. И это с учетом того, что я сейчас играю не на своей чувствительности вообще. На своей чувствительности я, понятное дело, буду показывать куда больше результаты, куда лучше результаты. Так что, ребят, пользуйтесь на здоровье. Совершенно простой способ настройки. Сначала на полигоне находим
нашу середину, да, от которой мы потом будем двигаться. То есть даже вы зашли сюда, зашли вы, допустим, на средней дистанции, то есть поставили вы там тройку, да, без обвесов, пробуйте зажимать. Вам, допустим, не хватает чувствительности, вы тут берете, чуть-чуть добавляете чувствительности себе. Заходите в настройки, добавляйте чувствительности, либо слишком много убавляете. Таким образом, вы в процессе игры, в процессе настройки корректируете чувствительность, находите свою середину и потом ее просто точите до самого конца. Вот. Ничего сложного в этом нету. Я считаю, это идеальный способ. Да, он не супер быстрый, но я уверен, за неделю, если вы так будете тренироваться, корректировать вашу чувствительность, то потом в будущем вы увидите очень большой прирост к вашей игре, к вашему зажиму. И в целом хорошая чувствительность меняет понимание игры. Вот такое, ребят, получилось видео. Очень простой гайд. Вот. Я уверен, что он очень многим людям поможет настроить чувствительность. Даже людям, у которых нету гироскопа. Вот. Да даже некоторым алдам, которые играют в PUBG там 3-4 года уже, даже им данное видео может помочь. Вот, не первый раз читаю комментарии, что человек играет 2-3 года, он все это время плохо стрелял, и после моего видоса его игра поменялась. Поэтому приятно видеть, что мои видосы кому-то помогают. Если вам данное видео поможет, оставляйте свои комментарии. Все ваши комментарии, ребят, я читаю. На все ваши комментарии я отвечаю. Вот. Видео подошло к концу. С вас, ребят, лайк, подписочка на канал. Не забывайте залетать в телегу, туда я публикую свои коды настроек на 3000 лайков. Вот, да и в принципе там тоже есть интересный контент, который будет кому-то интересен из вас. Вот, как данному человеку. Все, ребят, всем пока. С вами был Инвиз. До новых встреч.